Витаю, друзья! И здравствуйте, все добрые, адекватные люди. Есть отдельный шедевр пищеварительного мракобесия, один из моих любимых. Нужно есть жиры, чтобы выходила желчь. Без жиров желчный пузырь не работает. Печень желчь не выделяет, начинается застой желчи, камни, холестерин в крови повысится. И звучит это очень серьезно, почти как медицинская рекомендация. Особенно если сказать это уверенным голосом, можно еще нахмурить брови, при этом надуть щеки и добавить: ну это же физиология. Но проблема в том, что это не физиология, это паранаучная трактовка. И главная ошибка здесь в том, что люди смешивают две разные вещи: выработку желчи печенью и опорожнение желчного пузыря. Возможно, вы не знаете, что печень вырабатывает желчь постоянно. Не после ложки масла, не после сала, не после авокадо и даже не после того, как нутрициолог сказал: ешьте жирное, и таким образом вы запустите выработку желчи. Печень производит примерно 500-1000 мл желчи в сутки. Во время голодания значительная часть этой желчи направляется в желчный пузырь, где она хранится и концентрируется, а часть все равно поступает дальше в желчные протоки и в кишечник. То есть, даже если человек какое-то время не ест, печень не прекращает выделять желчь. Она не работает по подписке на оливковое масло. Желчный пузырь – это не завод по производству желчи, это резервуар. Печень производит желчь, а желчный пузырь ее хранит, концентрирует и выбрасывает в кишечник, когда она именно нужна для пищеварения. Когда пища попадает в двенадцатиперстную кишку, включаются гормональные и нервные механизмы. И один из главных гормонов – холецистокинин. Он стимулирует сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктера Одди, чтобы желчь активнее поступала в кишечник. И да, жиры действительно являются сильным стимулом для сокращения желчного пузыря, потому что желчь нужна для переваривания и всасывания жиров. Но из этого не следует, что без жирной еды желчь не выделяется. Это можно также сказать, что бег повышает пульс. Значит, чтобы сердце билось, не остановилось, надо постоянно бегать. Нет, сердце бьется и без бега, просто во время бега оно работает активнее. С желчью то же самое. Желчь вырабатывается постоянно. Жирная пища усиливает выброс желчи из желчного пузыря. Это не одно и то же. Особенно прекрасно этот миф звучит, когда человек не голодает, ест каждый день, имеет лишний вес, получает жиры из обычной еды, и ему советуют еще добавить масло, сало, сливок или орехов, потому что иначе желчь застоится. Вот это уже не забота о желчном пузыре, а это попытка лечить избыток калорий еще большим избытком калорий. Знаете ли вы, что желчный пузырь сокращается не только от жиров? Его опорожнения могут стимулировать обычный прием пищи в целом: жиры, белки и аминокислоты, холецистокинин и другие кишечные гормоны, холинергическая нервная регуляция, кофе. И в физиологических исследованиях обычный и даже декофеинизированный кофе повышали уровень холецистокинина и вызывали сокращение желчного пузыря. То есть, если следовать логике «жир нужен, чтобы работал желчный пузырь», то можно дойти до вывода, что пейте кофе, иначе желчный пузырь забудется, зачем он нужен. Звучит уже странно. Вот и с жиром то же самое. Физическая активность, кстати, тоже не является магической кнопкой желчи, но она связана с более низким риском желчекаменной болезни и лучшей метаболической регуляцией. Есть исследования, что регулярная физическая активность может снижать вероятность развития желчных камней. Но никто же не делает из этого вывод, чтобы у вас выделялась желчь: срочно бегите марафон после завтрака. Теперь давайте про голодание. Да, длительное голодание, очень низкокалорийные диеты, парентеральное питание и быстрое похудение действительно могут повышать риск билиарного сладжа и желчных камней. Но механизм здесь не в том, что человек не съел ложку масла и желчь обиделась на это. Механизм другой. Мало пищевых стимулов, желчный пузырь хуже опорожняется. При быстром похудении печень может выделять больше холестерина в желчь, и желчь становится более литогенной, то есть склонной к выпадению кристаллов.
Тогда человек долго не ест или быстро худеет, печень выделяет больше холестерина в желчь. А быстрое похудение может мешать нормальному опорожнению желчного пузыря. Но отсюда не следует вывод: ешьте больше жира. Отсюда следует другой вывод: не надо устраивать экстремальные голодовки, краш-диеты и резкое похудение. Интервальное голодание тоже не равно автоматически возникновению камней. Если человек делает, например, 12-16 часов без еды, не худеет резко, не сидит на экстремально низкой калорийной диете, не имеет уже существующих камней и потом нормально ест в пищевое окно, то печень все равно продолжает вырабатывать желчь. Желчные кислоты продолжают участвовать в энтерогепатической циркуляции, то есть многократно циркулируют между кишечником и печенью в течение дня. Например, желчные соли циркулируют по этому пути примерно 10-12 раз в сутки. То есть опасная зона — это не я не добавил масла к гречке. Опасная зона — это длительное голодание, очень низкая калорийность, быстрое похудение, уже существующие камни, ожирение, инсулинорезистентность и нарушение моторики желчного пузыря. Теперь о настоящих причинах камнеобразования. Холестериновые камни образуются не потому, что человек недостаточно разгонял желчь жиром. Для их образования нужны другие условия. Желчь перенасыщается холестерином. Холестерин выпадает из раствора в микрокристаллы. Эти микрокристаллы задерживаются в желчном пузыре, склеиваются и растут. Этому способствует муцин, застой, воспаление, нарушенная сократимость желчного пузыря. И настоящая медицина именно так и описывает патофизиологию холестериновых камней. Перенасыщение желчи холестерином, выпадение микрокристаллов, их агрегация и удержание в пузыре при нарушенной сократимости. Факторы риска тоже нам хорошо известны. Это ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет, липидные нарушения, низкая физическая активность, возраст, женский пол, беременность, эстрогены, наследственность, быстрое похудение, длительное голодание, болезни терминального отдела подвздошной кишки, гемолиз, то есть распад эритроцитов, цирроз, инфекции желчных путей и некоторые препараты. Среди этих причин нет пункта «не ел масло каждый день» и желчь загустела. Отдельный абсурд, когда пациенту на УЗИ говорят: у вас застой желчи, желчный пузырь плохо сокращается, дискинезия желчевыводящих путей. Иногда это звучит так, будто врач на УЗИ увидел не орган, а какой-то характер желчного пузыря. Там он ленивый, тревожный, пассивно-агрессивный и так далее. УЗИ хороший метод, но для своих задач. Оно прекрасно подходит, чтобы увидеть камни, сладж, утолщение стенки желчного пузыря, расширение желчных протоков, анатомические особенности. УЗИ является методом выбора для диагностики камней желчного пузыря, а его чувствительность и специфичность для камней около 95%. Но по УЗИ на глазок нельзя достоверно поставить функциональный диагноз «желчный пузырь плохо сокращается». Для функциональных нарушений желчного пузыря в современной медицине используют клинические критерии и объективную оценку функции. По римским критериям 4 функциональное расстройство желчного пузыря предполагает типичную билиарную боль, отсутствие камней или другой структурной патологии, а низкая фракция выброса желчного пузыря по сцинтиграфии является поддерживающим критерием. То есть диагноз не ставится просто потому, что кому-то на УЗИ показалось, что-то желчный пузырь вяленький. И что же такое HIDA-скан? Это гепатобилиарная сцинтиграфия. Пациенту внутривенно вводят радиофармпрепарат, который захватывается печенью и выделяется желчью. Затем гамма-камера отслеживает, как этот препарат проходит через печень, желчные протоки, желчный пузырь и кишечник. Если нужно оценить именно сокращение желчного пузыря, то вводят препарат, который заставляет пузырь сокращаться. Например, синкалид. Это аналог холецистокинина.
И там уже считают фракцию выброса желчного пузыря. То есть оценивают не впечатление врача по желчегонному завтраку, а конкретный показатель, сколько содержимого желчный пузырь выбросил после стимуляции. Поэтому диагноз дискинезия желчевыводящих путей по одному УЗИ на глазок — это не современная диагностика. Это примерно как послушать двигатель через капот и сразу написать, что снижена компрессия во втором цилиндре, карбюратор там барахлит и так далее. Для функционального диагноза нужны симптомы, исключение структурной патологии и при необходимости объективное измерение функции, а не художественное описание желчного пузыря. То же самое касается и дуоденального зондирования. Его вот мы учили в институте. Исторически это была попытка получить порции желчи и делать по ним выводы. Но современная диагностика заболеваний желчного пузыря и желчных протоков строится на УЗИ, лабораторных показателях, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии, эндоскопическом ультразвуке, гепатобилиарной сцинтиграфии и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии по строгим показаниям. Дуоденальное зондирование не является нормальным современным способом доказать застой желчи или плохое сокращение желчного пузыря. Это медицинский артефакт. Когда была эпоха, выбор просто методов был очень бедным. И здесь важно понимать, это не ситуация, где у каждого врача свое мнение. Мнения врачей могут расходиться, когда у пациента сложный набор симптомов, несколько возможных диагнозов и нет одного очевидного ответа. Вот там действительно важны клинический опыт, осторожность и подход врача. Но когда речь идет о базовой физиологии пищеварения, это не поле для авторских трактовок. Печень вырабатывает желчь постоянно. Желчный пузырь хранит и выбрасывает ее при пищеварении. Жиры стимулируют сокращение пузыря, но не включают выработку желчи с нуля. Это не философия, это физиология. Это как закон Ома в физике. Один физик может сказать, что напряжение равно силе тока, умноженное на сопротивление, а другой, что все зависит от фазы Луны и от школы преподавания. Закон Ома, он и есть закон Ома. Точно так же базовая физиология пищеварения одинакова во всем мире. Биохимия, гистология, цитология, патофизиология – это не набор личных мнений. И когда из всей системы вырывают какую-то одну деталь, там жир стимулирует желчный пузырь и строят вокруг нее новую народную физиологию, это уже не медицина, это уровень, извините, плохого фельдшера с очень уверенным голосом. И отдельно надо сказать про холестерин. Иногда к мифу про желчь добавляют еще одну прекрасную надстройку. Ешьте сало, чтобы снижать холестерин, потому что желчь выводит холестерин. Да, желчные кислоты участвуют в обмене холестерина. Да, часть холестерина выводится через желчь. Да, есть препараты, которые связывают желчные кислоты в кишечнике и за счет этого заставляют печень использовать больше холестерина для синтеза новых желчных кислот. Но это лекарственный механизм, а не разрешение есть сало под видом липидоснижающей терапии. Желчь как раз помогает переваривать и всасывать жиры, а холестерин и продукты переваривания жиров всасываются в кишечнике с участием мицелл желчных кислот. Поэтому есть сало, чтобы снизить холестерин, это полный абсурд. Это как подливать бензин в костер, потому что пожарные используют воду, а вода в природе тоже где-то там существует. Если у человека ожирение, инсулинорезистентность, повышенный холестерин и риск желчных камней, то добавлять ему жир для желчи – это уже не лечение. Это ухудшение исходной проблемы под видом заботы о пищеварении. Жиры в рационе нужны. Это правда. Они участвуют в нормальном питании, помогают всасывать жирорастворимые витамины, входят в состав клеточных мембран и действительно стимулируют сокращение желчного пузыря. Но это не значит, что человеку нужно специально добавлять жир, чтобы выходила желчь. Особенно, если он и так ест регулярно и имеет избыток веса. Нормальная рекомендация звучит гораздо скучнее, зато честнее.
Не сидеть на экстремальных диетах, не худеть резко, не устраивать длительные голодовки без показаний и наблюдения. Есть регулярно и сбалансированно. Получать достаточное количество белка, клетчатки и разумное количество жиров. Двигаться и снижать лишний вес без героических экспериментов. Желчь не надо выдавливать салом. Печень не ждет ложку масла, чтобы начинать работать. И желчный пузырь не ломается от того, что в одном приеме пищи не было жира. Лишние калории – это не лечение, а сало не препарат для снижения холестерина. Поэтому фраза «ешь жиры, иначе не будет желчи» – это не медицинская рекомендация, это просто-напросто грубое искажение физиологии. Правильная версия такая. Печень вырабатывает желчь постоянно, желчный пузырь хранит и концентрирует ее, а прием пищи, особенно жиры и белки, стимулирует это сокращение. Но если человек каждый день ест, не голодает и имеет лишний вес, специально добавлять жир для желчи не нужно. Это не профилактика камней. Это просто лишние калории, обернутые в псевдомедицинскую упаковку.